Эр-Рияд, Дубай, Абу-Даби и Маскат. Самые перспективные мегаполисы Ближнего Востока и даже, не побоюсь этого слова, всего мира. С вами Виктор Садыгов, и сегодня мы отправимся в большое путешествие. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. Что же за страна Эльдорадо открыла свои объятия для вас, друзья мои, для вас и для всего мира? И это страна Саудовская Аравия. Тысячи километров песка, верблюды, нефть и палящее солнце. Когда-то земель Саудовской Аравии в эпоху древности начиналось расселение человечества по всему земному шару. Долгое время Ближний Восток считался регионом, не готовым к конкуренции с западным миром. Однако, последние несколько лет современный мировой уклад начал меняться. Мысль о том, что именно здесь, на Ближнем Востоке, в Саудовской Аравии начнется новая эра для всего человечества, больше не кажется какой-то удивительной. Мы находимся на территории Дерия. Эта локация – самая старая часть всего Риада. Именно здесь, в середине 18 века, образовалась семья Саудия, которая с того самого момента стала править всей этой территорией, которую теперь мы знаем с вами как современная Саудовская Аравия. Именно здесь сейчас идут гигантские раскопки, наверное, их можно сравнить по размерам с такими, как Ангкор-Вота, это в Камбодже. Ну и, наверное, все, других таких масштабных раскопок я не знаю. Именно здесь сейчас идет восстановительная и реставрационная работа больших территорий. И именно здесь сейчас строятся самые дорогие люксовые виллы, которые продаются не только для локальных жителей, но и уже для интернешнл покупателей. Виллы под управлением Four Seasons, и цена, если что, начинается здесь от $3,5 миллионов. Проекты, которые готовят саудиты, поражают воображение, и многие скептики не верят в возможность их реализации. Один из таких проектов – это Мукааб. Это небоскреб в форме сверхвысокого куба. По данным публичного инвестфонда саудовского правительства, строящийся в столице страны Эр-Рияде небоскреб будет достигать 400 метров в высоту. Внутри он сможет вместить 20 небоскребов размером с Empire State Building. Земляные работы уже почти завершены. И по состоянию на текущий момент уже было вывезено 10 миллионов кубометров земли. Саудовская Аравия – это главная страна, где располагаются самые важные святыни всего исламского мира. Это Мекка и Медина. Здесь проживает порядка 38 миллионов человек. 3 года назад принц Сальман сообщил о том, что все, кто не имеет своего жилья, к 30-му году это жилье получат. Жилье он имел в виду, конечно же, виллы, потому что традиционное проживание местного населения – это дома-виллы. А порядка 70% на сегодняшний день проживают в селах и планируют поменять свое качество жизни. Итого мы понимаем, что объем нового строительства для внутреннего рынка – это порядка 15 миллионов вилл и домов. Далее мы приходим к цифрам про мусульман, которые живут во всем мире. В мире живет порядка 1,8 миллиардов мусульман. И я могу сказать, что 1% это ультрахайнеты. 1% 18 миллионов человек. Это люди, которые захотят и имеют возможность купить недвижимость в этой стране. Друзья, Саудовская Аравия ждет вас в своих объятиях. Двери открыты. И ваш выбор приехать сюда и изучить эту страну. Но если вдруг вы пока еще не можете приехать, мы вам будем рассказывать о том, что здесь происходит, о всех легендах, которые здесь происходят. А самое главное, вам повествовать новую историю этой страны. Историю интересную и историю масштабную. Надеюсь, у нас получилось открыть для вас Саудовскую Аравию с новой интересной стороны. А наше путешествие продолжается. Мы перемещаемся в самый хайповый город Ближнего Востока – Дубай. На виллу, которая достойна не только миллионеров, но и миллиардеров. Это просто 1000% инстаграмная вилла. Инстаграмная до сути своей, для каждой, не знаю, переборки, до каждой стены и каждое гипсокартонное перекрытие в этом доме. Это вилла с отделкой от Кавали, но, кстати, такие же виллы в этом проекте и от Трампа. Здесь уже практически ничего не выходит в продажу, этому проекту 7 лет.
Здесь в этом проекте несколько соток вилл, несколько тысяч таунхаусов, несколько тысяч апартаментов. Здесь самое большое гольф-поле, которое брендировано Трампом. Это вилла, где 6 спален, где роскошная большая гостиная, где красивая столовая и кухня, где есть внизу в подвале большой кинотеатр. И вся эта красота, эта роскошь, она продается под ключ с мебелью. И это можно купить всего лишь за 19 миллионов дирхам. Это около 5,5 миллионов долларов. Как вам эта вилла? Напишите в комментариях. А наше путешествие в Арабских Эмиратах не заканчивается, и мы едем в Абу-Даби, чтобы убежать от дубайского шума и проникнуться размеренной жизнью коренных эмиратцев. Мы сейчас находимся в отеле St. Regents. Это самый главный, самый топовый, самый роскошный отель здесь, на Садияте. Есть еще один St. Regents, он в глубине Абу-Даби, но именно этот St. Regents для тех, кто много зарабатывает и любит много тратить. Здесь мы открыли наш филиал компании Nika Estate, но здесь нам пришлось его по-другому забрендировать, потому что именно на арабском Ника звучит не так, как мы хотели, и мы назвали офис здесь одноименно мне, Виктор Садыгов. Здесь, если заметить, смотрите, стоит много представительских машин. Почти каждый день здесь происходят какие-то конференции, приезжают какие-то богатые люди и рассказывают другим богатым людям, как им надо жить, и как им надо тратить, и как им надо сохранять, и как им надо приумножать, и вообще, как им надо, а может быть и не надо, но они, тем не менее, приезжают сюда, и нам это нравится. Друзья, перед тем, как я покажу наш офис, хочу рассказать о моем уникальном продукте по гарантированной доходности. Цифры такие. Стамбул 7% годовых, выплаты 4 платежами в год. Для Объединенных Арабских Эмиратов это также 4 платежа и уже 10% годовых. Саудовская Аравия от 7 до 10%, также 4 платежами в год. Информация уникальная, поэтому все подробности будут по ссылке в описании. Именно на этой панели мы будем делать презентации для наших клиентов. Это 3D-панель. В основном проекты, которые мы будем продавать, они, конечно, будут исполнены в шикарном виде, в шикарном разрешении, и наши клиенты смогут по-настоящему кайфануть и получить супер сервис при покупке. Очень важно, когда на всем этапе покупки люди получают удовольствие. Я думаю, что за удовольствие можно всегда заплатить много. А это остров Яс. У меня за спиной Ferrari Центр. Это самые высокие горки во всем регионе. А еще, если вы любите спортивные машины, то вам сюда. Вы можете взять практически любую спортивную машину и погонять на спортивном треке. Именно там, где гоняют чемпионы. Остров Яс предлагает разнообразные варианты недвижимости от компактных апартаментов до роскошных вилл. Минимальная стоимость квартир с одной спальней начинается от 688 тысяч дирхам, это примерно 187 тысяч долларов. Средняя арендная плата за аналогичную квартиру составляет около 70 тысяч дирхам, это равняется 19 тысяч долларов США в год. Это обеспечивает доходность аренды в районе 7% годовых. Остров Рим. Еще один важный адрес на карте премиальной недвижимости Абу-Даби. В связи с предстоящим объединением с Марины Айленд здесь будет создана крупнейшая в Персидском заливе фрихолд-зона. Благодаря этому иностранные инвесторы получают возможность не только владеть недвижимостью, но и использовать ее в качестве эффективного инвестиционного инструмента. Мы на Саадияте. Это штат Абу-Даби. В Абу-Даби живут все самые богатые люди Эмиратов. Сюда едут самые богатые банкиры, чиновники. Именно в этой локации, на острове Садият, сосредоточено самое главное богатство не только ОАЭ, но, я бы сказал, и мира. Здесь летают воздушные змеи. Они вообще, кстати, очень патриотичные люди здесь живут, эмиратицы. И я хочу сказать как раз сейчас немножко про них, про эмиратицев. Последние несколько лет
нация эмиратисов, именно людей, которые коренные, живущие в Эмиратах, считаются топовыми по влиянию на мир. Есть такое понятие soft power, мягкая сила. Что это значит? Это в мягкую силу входит культура, финансы, религия. И вот именно эмиратисы считаются топовой нацией, которая влияет на мир через soft power. Здесь, на Садияте, на самом красивом месте Эмиратов, они построили культурный код. Культурный код – это музей Лувр, это музей Гугенхайма и музей Шейх Заида. Они объединили Европу, Америку и Ближний Восток. В центре этого треугольника они объединили религии. Они построили Абрахам Холл, это музей 3 религий. Одинаковая архитектурная концепция, отличающаяся исключительно орнаментами, да, некоторыми деталями отделки фасадов. Они построили мечеть, церковь и синагогу. Друзья, я надеюсь, что Абу-Даби покорил вас так же, как меня. Это уникальное место, в которое хочется вернуться. Но нас ждет еще одно захватывающее путешествие. Мы садимся на самолет и через полчаса будем на нашей новой локации. Мы в Омане. Я сейчас нахожусь в Маскат-Бэй. Это локация, где располагается очень дорогой отель Джумейра, Маскат-Бэй. А прямо здесь на горе располагается вилла, дом самого султана. Без охраны. И туда можно прогуляться и посмотреть, как живет роскошь и люкс этой местности. Ощущение, что мы смотрим на какой-то аутентичный старый город, которому много-много тысяч лет. Хотя я понимаю, что это новые здания, и они очень хорошо выглядят. Друзья, и это Оман. Это тоже Оман. 10 лет назад Оман еще была достаточно закрытой страной. И буквально несколько лет назад первый компаунд открылся там, на берегу Оманского залива, на берегу Индийского океана. Построили отель Кемпински, построили лакшери первый проект, куда заехали первые экспаты. Сейчас это уже полноценная марина, это целый мини такой городок на границе со столицей Маскатом. Оман – уникальная страна. Здесь живут одни из самых счастливых людей на Земле. Часто ресерч-группы проводят здесь исследования, и Оман входит в топ-5 самых благополучных стран мира. Здесь очень чисто, супер качественные дороги, немного населения, много территории. Здесь роскошный Индийский океан, здесь недалеко Мальдивы. Страна богатая, есть нефть, и сюда хочется приезжать. Но самое интересное, что всего лишь 40 минут на самолете, и вы в Маскате, в столице Омана. И сегодня я хотел бы рассказать вам об одном из самых удачных инвестиционных проектов этой страны. Проект называется Айда. Скажу честно, я туда сам проинвестировал, купил небольшую виллу. Купил я еще до того, как оказался там и увидел все вживую. Я, мягко говоря, был поражен, потому что эту виллу я покупал для того, чтобы купил и продал, заработал. Моя вилла, кстати, за год уже выросла на $100 тысяч при цене в $500 тысяч и оплате 30%. Проект, где строится Айда, это проект, который находится на 120 метрах от уровня моря, на горе. Так вот, вид, который открылся моим глазам, он меня настолько потряс, что я, честно вам скажу, друзья мои, я передумал продавать эту виллу, я жду, когда этот проект достроится, я хочу туда приезжать, я хочу туда возвращаться, и мне там очень хорошо. И да, друзья мои, если вы хотите больше узнать о мире через призму недвижимости, смотрите наш канал, подписывайтесь, обязательно колокольчики, звоночки, и тогда вы будете всегда в теме, на самом острие всей информации мира. Вы в моем сердце. Обнимаю вас. Пока.